Друзья, всем привет! Серферы-бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наш еще один эфир в этот прекрасный субботний вечер. И совсем осталось недолго до инаугурации Дональда Трампа. Еще меньше осталось до Нового года. И сегодня у нас будет прекрасный, я думаю, эфир, интересный, содержательный, с Тиграном Авакяном, который неоднократно у меня выступал в эфирах, является глубоким, интересным человеком, и которого мы всегда рады видеть у нас на канале. Тигран, привет. Юрий, приветствую. Рад тебя видеть. Спасибо за приглашение. Да, я сразу скажу, что ссылка на канал Тиграна Авакяна в YouTube в описании к эфиру, и у меня в телеге тоже, значит, там где ссылка на сам эфир, я там тоже ее поставил. Канал Тиграна уже подрос значительно, у него уже там под 83 тысячи, даже больше подписчиков. Это хороший такой рост. Я считаю, для человека, который дает глубокие вещи, к сожалению, скажем так, толпа больше любит простоту, и простоту, которая вот броская, ничем не подтвержденная. Но Тигран вот сумел занять в интеллектуальной нише отгрызть свое, так сказать, место. И я надеюсь, что благодаря нашим эфирам он еще больше увеличит количество подписчиков и рванет вперед. Тигран, такой вопрос. Ну, собственно говоря, Трамп победил, и сейчас все ждут такой манны небесной, что Трамп всемогущий придет и одним махом чуть ли не новый мировой порядок создаст. Мы понимаем, что этого не будет, потому что одномоментно такие вещи не происходят. Масштаб задач, который стоит перед ним, огромный. Силы, которые ему противодействуют, тоже являются очень могущественными. Внутри команды Трампа тоже есть противоречия, и они периодически сейчас в прессу просачиваются в виде там всяких скандалов. Но вопрос первый будет такой. Вот ни один из президентов, там, во всяком случае на моей памяти, там, а я уже 47 лет живу, ни один из президентов США не подходил к своей инаугурации с такими заявлениями, дерзкими даже можно сказать, как вот сейчас идет и делает Трамп. По поводу Канады, по поводу Гренландии, по поводу Мексики, по поводу Панамского канала. То есть он набрасывает их так, как будто они прямо так, как из рога изобилия сыпятся. И появляется масса вопросов, зачем он это делает. Что это? Что это означает? Это такова будет его новая политика внешняя, там, да? Или это просто троллинг, который, вот как Оля Бежанова говорила в эфире перед этим, что Трамп, он часто как бы своим почитателям, своим, чуть не сказал подписчикам, своим избирателям, он набрасывает вот такие темы, которые в принципе держат их в фокусе внимания и позволяют ему быть на виду. Как ты считаешь, что за этим стоит? Я хочу сказать следующее. Дональд Трамп не принимает никаких решений без консультации, детального изучения той среды, того поля, в котором он действует. С учетом его политики, его заявления, если мы будем брать Гренландию и Канаду, они исключительно логичны, так как он планирует создать более тесные экономические взаимосвязи, чем существовали между Соединенными Штатами, Канадой, Гренландией, с учетом того факта, что Арктика будет являться очень важным направлением его политики. И арктический путь находится логистически в стадии не просто изучения, но уже стратегического планирования. Безусловно, без усиления позиций на северных территориях Канады и Гренландии реализация данной политики будет невозможна. Он прощупывает почву, прощупывает среду. Ни о каком присоединении к Соединенным Штатам Канады и Гренландии речи не идет. И нет и подобного планирования. Конечно же, советники Трампа, его помощники, изучают реакцию мирового сообщества, изучают реакции населения США и, соответственно, населения Канады. О Гренландии мы не говорим, так как там население 58 тысяч человек, понятно, что там
изучать особо нечего. Фактически они создают позиционную карту реакций. Есть подобная система реализации планирования, как и экономического, так и военного планирования. И в соответствии с этой картой они уже и будут вводить в действие те или иные планы, которые, в принципе, уже лежат у него на столе и будут формироваться вплоть до утра 21 числа. Они изучают поле, театр будущей экономической, политической, геополитической экспансии. Угу. Вот таким активным способом. И да, могу добавить, что ты очень верно сказал, команда Трампа сталкивается и будет сталкиваться с очень большим противодействием. Буквально одну фразу. И вот сегодня, после приглашения президента Дональда Трампа Билла Гейтса посетить новогоднюю вечеринку, мы уже видим, что Трамп активно ведет медиацию. Так как идти на открытый конфликт с такими мощными фигурами, опорными Соединенных Штатов, как Билл Гейтс, к примеру, Джордж Сорос и ряд других системообразующих бизнесменов, бизнес-корпораций Соединенных Штатов, Трамп не будет. Он будет пытаться найти союзников. А для того, чтобы найти союзников, плотные корпорации, безусловно, как и каждый политик, так говорил еще Никколо Макиавелли, будут разрушать для того, чтобы перетягивать частично на свою сторону тех, кого можно, а с теми, с кем уже нельзя договориться, вот воевать будут только с ними для реализации своих стратегий. Угу. Ну, из этого вытекает, что по сути, ну как бы вот Трамп возвращается к формированию политики, внешней политики США, когда западное полушарие было зоной особых интересов США. Вот как была доктрина Монро, помнишь, там сформулирована в 19 веке. Вот по сути это такие контуры как бы новой доктрины Монро, потому что, ну очевидно, что, допустим, Панамский канал, который играет важную логистическую роль в мировом судоходстве, чрезвычайно интересен американцам с точки зрения там, контроля над этим судоходством, как снижение логистических издержек для своего флота торгового, так и с точки зрения того, что делает там Китай, который активно проникает в Латинскую Америку, которую американцы там всегда считали своим задним двором. И вот из этого вырисовывается вот, ну, там, Панама, Мексика, Канада, значит, Гренландия. Вырисовывается, ну, вот такая, как бы, такая зона особого влияния США, которую они рассматривают вот как приоритетную, да? Безусловно, безусловно. Как говорил Сунь Цзы, для того, чтобы вести операционные действия в доме войны, необходимо иметь прочный дом мира. Северная, центральная, ну, глобальная Латинская Америка и есть и будут являться для Дональда Трампа тем домом мира, единой базой, в которой будут преобладать императивно исключительно американские финансовые и военные интересы. Приглашение президента Аргентины в ряду первых 10 приглашенных на инаугурацию является ясным показателем данного факта. С Аргентиной будут говорить, с Бразилией будут говорить. Есть планирование достаточно серьезных действий, которые приведут к тому, что Бразилия должна будет выйти из БРИКСа. И не только Бразилия, но и Индия, но это уже отдельный разговор, что приведет к тому, что БРИКС превратится в организацию формальную в значительной степени по сравнению с тем, что он является, как бы чем он является сейчас. Поэтому, да, будет очень активная политика. И вот те пошлины, разговоры о пошлинах являются не императивом конкретных действий, которые Трамп будет применять без разбора, они являются способом договориться. То есть он делает предложения, от которых нельзя будет отказаться. Мы прекрасно понимаем, что 25% пошлина, о которой говорят в отношении Канады и Мексики, является способом
принуждения Мексики и Канады к более тесной интеграции с Соединенными Штатами. Соответственно, интеграция Канады более тесная с Соединенными Штатами приведет Канаду к отдалению от иного англосаксонского мира, альтернативного, который существует кроме США, и который состоит из Великобритании, частично Ирландии, Канады, Новой Зеландии и Австралии. Безусловно. Он использует очень активные тарифные пошлинные инструменты. И так как Дональд Трамп является успешным бизнесменом, который блестяще знает и реализует бизнес-стратегии, приоритет будет отдаваться экономическим инструментам. В данном случае задействуются тарифы, тарифное направление, пошлинное направление, изучаются возможности использования криптовалют как нового, достаточно серьезного инструмента внутренней политики Соединенных Штатов в первую очередь, и уже во втором качестве внешней политики. Угу. Означает ли это, что вот такой экономический подход, он в принципе будет поставлен, во-первых, во главу угла, а во-вторых, те партнеры, которые, те страны, которые там имели отношения с США, но которые не тянут обеспечение своих запросов через свою экономику, они будут отсеиваться, отпадать из фокуса приоритетов Белого дома при Трампе, во всяком случае. Условно, ЕС, это не только на Украину там намекают, ЕС, допустим, которые не готовы оплачивать, страны ЕС, которые не готовы оплачивать безопасность, они сейчас будут находиться в прямом конфликте с новой администрацией в Вашингтоне. И ключевой вопрос, какой компромисс они будут находить. Выйдут ли они на уровень обеспечения потребностей безопасности на том уровне, который требует Трамп. А для них это будет сложно, поскольку Европа расслабилась. Может, мы сейчас затронем эту тему, что ЕС по сути такой расслабленные старички, которые переложили сферу безопасности на ее обеспечение на Штаты. И, в общем, привыкли к определенной социальной политике высокозатратной. И, соответственно, любое перераспределение средств в рамках такой модели, оно приводит к тому, что неизбежно придется резать социальные выплаты, социальную сферу и так далее. Безусловно. Трампу необходимо реализовать программные цели во внутренней и внешней политике. Данные цели нам известны. Его цели во внутренней и во внешней политике. Реализовывать данные цели без континентальной островной Европы будет невозможно в глобальном масштабе. Потенциально невозможно. А теперь обратим внимание. Трамп является республиканцем и консерватором. Трамп пропагандирует традиционные христианские ценности. Обратим внимание на Европу. Много ли у Трампа в Европе лояльных политиков, которые проповедуют те же принципы? Очевидно, что нет. Я думаю, ты со мной согласишься. Да. И опять же, перейдем к списку приглашенных. Почему Трамп вторым пригласил Виктора Орбана? Почему он это сделал? Дело в том, что сам по себе Виктор Орбан никому не интересен. И сам по себе Виктор Орбан ничего из себя в качестве влиятельной силы не представляет. Но Трамп сделал реверанс в сторону тех американских финансистов и миллиардеров, которые позволяют Виктору Орбану находиться на своей должности. Он показывает постоянно желание и возможность договариваться для достижения своих целей. Поэтому приглашен Орбан. Почему приглашен Нетаньяху? Потому что Израиль является важнейшей опорной точкой для Дональда Трампа в реализации, это уже отдельная тематика, Большого Ближнего Востока. К чему я веду? Безусловно, что Европа, которая будет продолжать левую социальную политику
не в состоянии будет финансировать вопросы безопасности, не в состоянии будет финансировать вопросы централизации Европейского Союза. Нельзя одновременно идти двумя путями. Это невозможно. Стратегия всегда, развитие бывает одна. И Трамп двигает Европу к нужной ему стратегии таким способом. Конечно, если Трамп проводит определенные реформы, связанные с опорой на условное, да, в Америке это называется Caucasian, белое и протестантское меньшинство, соответственно, он будет поддерживать те же силы в Европейском Союзе. И он будет опираться на тех лидеров Италия, Венгрия и некоторые другие страны, которые разделяют его видение. И он будет двигать крупные страны континентальной Европы к подобным же развитиям. И сразу мы видим реакцию тонкую финансового истеблишмента Германии. Я думаю, вопросов по новому кандидату вероятному не возникает, что это будет совершенно иная политика, чем та политика, которую нам предлагал все последние 3 года Олаф Шольц. Соответственно, да, Трамп планирует переформатировать Европу именно подобным способом, в том числе в отношении Европы в качестве инструмента и может быть использована 10%, а насколько мне известно, на столе есть версии 15% и 20% пошлины на товары. В случае, если Европа будет продолжать ту политику, которую мы видим сейчас. Угу. А будет ли она продолжать? Потому что насколько Европа... Ну, смотри, Европа была реципиентом безопасности со стороны США и со стороны России. Вот в начале, сначала там 90-х годов, после развала СССР, и нулевые годы. Потому что та же самая Германия, она не могла бы развиваться вот настолько успешно, если бы не США и Россия не выступали такими донорами. И походу еще и получили дешевое сырье из России, походу был доступ на китайский рынок, на европейский рынок, на американский рынок. То есть 3 основных рынка, на которых та же самая Германия, по сути, жировала там и выстроила вот эту вот крайне экспансионистскую экспортную модель своей экономики, которую по большому счету ни одна из других европейских стран или стран Большого Запада не смогла выстроить, потому что экспорт Германии высокотехнологичный, причем экспорт машиностроительный, он занимает непропорционально большую долю сравнительно там с другими. И в отличие от других стран Большого Запада, Германия не прошла через такую деиндустриализацию, которая была там, допустим, в той же самой Британии, там, 80-е годы, там, и в самих же Штатах, там, и так далее. То есть это означает, что для Европейского Союза, ну вообще для европейских стран в более широком плане, исчезновение вот базовых факторов, которые обеспечивали безопасность, доступ к рынкам в рамках ВТО, там, да, плюс доступ к дешевому сырью, которое получали с той же самой России, эти факторы все исчезли. И это означает, турбулентность, это означает, это означает перезагрузку, это означает вхождение в какой-то трансформационный период, который всегда связан с некими потрясениями. Я хотел бы обратить внимание зрителей именно на тот факт, что именно благодаря этим дешевым ресурсам и высокотехнологичному экспорту Германия и смогла условно покорить Балканы, Румынию и существенно в своем влиянии продвинуться на юг. Именно благодаря этим ресурсам. Сейчас их нет и не будет. И Германию двигают к правой политике, к правому дискурсу, где Германии вместе с Францией и Великобританией придется брать на себя ту ответственность, уже геополитическую, которую Германия успешно избегала при всех канцлерах после Гельмута Коля, фактически. И, конечно, Германию толкают.
Вопрос в том, может ли потенциально Германия, Франция, Великобритания обеспечить эту политику безопасности для Европы. Конечно, с изменением вектора, да, но придется менять вектор. Придется разворачивать паровоз, который десятилетия шел в определенном направлении, совершенно в направлении ином. И Трамп применяет инструменты для изменения полной конфигурации. Ведь если говорить объективно, мы же понимаем с аналитической точки зрения, что Германия с удовольствием бы договорилась с Россией и проводила бы совместную политику в континентальной Европе для того, чтобы поддерживать те свои элиты, которые сейчас и десятилетия уже управляют Германией. И только позиция США не позволяет Германии с Россией договориться. Именно этим и объясняется та поддержка, тот объем поддержки, которую Германия оказывает Украине. А он исключительно недостаточный, этот объем. Конечно, вот есть прямые объяснения. И Трамп собирается кардинально поменять европейскую конфигурацию. Угу. Кистица пишет, мне кто-нибудь объяснит, что такое правая повестка в Европе, в современном мире, и почему нам плохо? Нам плохо в каком смысле, я немножко не понял. Ну, плохо, наверное, плохо, наверное, в том плане, что если придут там правые к власти, ну, АФД, там, допустим, Мари Ле Пен во Франции, то это повлечет для нас, для Украины, я имею в виду, дополнительные риски. Я не вижу на сегодняшний момент рисков для Украины, так как я считаю, что правые силы всегда будут стремиться иметь серьезный экономический, правовой и военный барьер на границах с Россией, потому что Россия не является правым государством. Россия не будет являться союзником правой Германии, правой Франции. К примеру, ну, Великобританию здесь оставим в стороне, так как Россия государство варварское и диктаторское. Россия государство внеправовое. Это совершенно разные контексты. И видеть в правых опору России для проведения ее политики, я считаю коренным образом неверно. Угу. То есть, как ты видишь, как ты видишь отношения Штатов с Россией вот в этом контексте, в принципе, да? Потому что, ну, бытует такое широко распространенное мнение, что Трамп попытается договориться там с Путиным для того, чтобы уравновесить Китай и для того, чтобы оторвать Россию, значит, которая там тяготеет к Китаю в этом противостоянии с Западом, и тем самым решить стратегический вопрос для себя, ослабить Китай, с которым, очевидно, не избежать лобового конфликта, и в котором, собственно говоря, находятся США и КНР. Хочу сказать следующее. Безусловно, что в экспертном сообществе, а эксперты — это люди, которые консультируют, в том числе правительственные структуры, и в Соединенных Штатах, и в континентальной Европе, есть определенный такой флер, такой мысли, что да, Трамп хочет Россию переманить на свою сторону и использовать ее против Китая. Но дело в том, что использовать-то уже против Китая особо нечего. Скорее всего, по моему мнению и по мнению моих коллег, Трамп будет договариваться с Китаем и использовать Китай в качестве императива остановки войны Россией. Так как не секрет, что без Китая Россия не в состоянии продолжать никакую войну, кроме как против малых государств. Войну с Украиной без Китая Россия продолжать не может. Вопрос в том, что договариваться с Китаем Трамп собирается исключительно жестко. Ему неприемлем концепт двухполярного мира. Китай же настаивает на концепте мира с двумя полюсами. И Трамп сейчас концентрируется на том, чтобы собрать таких союзных
опорных игроков вокруг себя, которые не позволят Китаю усилить данный концепт, ввести его в повестку. Соответственно, что Трамп планирует делать? Исходя из того, что он говорит, исходя из того, что готовит think-центры в Соединенных Штатах. Безусловно, что БРИКС в той формации, в какой он существует, я об этом говорил, Трампу не нравится. И, соответственно, из БРИКСа будут выводить с помощью преференций и выгодных предложений основных игроков. Практическое и теоретическое видение американских политиков состоит в том, что в БРИКСе должны остаться слабые страны и Россия, КНР и Северная Корея. То есть сделать из БРИКСа нежизнеспособную организацию. Также здесь необходимо учитывать, что война-то идет глобально сейчас между США и Китаем. И Китай с помощью, это всем известно, России пытается выторговать себе экономические условия, которые бы сохранили стабильность. Почему для Китая это жизненно необходимо? Дело в том, что после заявлений Трампа, которые произошли 2 недели назад, о возможном повышении пошлин в отношении Китая, крупнейшие американские и не только американские компании начали выводить системообразующие производства с китайской территории, что уже вызывает серьезное социальное напряжение. Вот. И, конечно, Китай тоже повышает ставку, потому что как он ответит иначе, чем повышением ставок? Кроме того, Трамп прекрасно понимает, что для него важно еще более преемственность его политики, чем реализация его глобальных целей в течение 4 лет. Фактически все, что он заявляет, особенно в внутренней политике, реализовать за 4 года невозможно. Они сейчас уже работают над тем, чтобы 4 года превратились в 8, а потом обеспечить преемственность республиканской партии в Соединенных Штатах. Вот чем занимается команда, еще не войдя в Белый дом. Это очень важно. И необходимо рассматривать как минимум все его шаги с точки зрения реализации 8-летней стратегии нахождения у власти и дальнейшей передачи. Трамп уже начал создавать фактически в Америке рабочие места. Я только что об этом сказал. Вывод предприятий и площадок крупнейших с Китая, перебазирование их в Америке, ультимативные требования в отношении ЕС о покупке исключительно американского нефти и газа, а чтобы покупать американский нефть и газ, там открываются скважины, нанимается технический персонал, то есть происходит экстенсивный резкий взрыв региональных экономических центров. В Америке, я говорю о Техасе, Неваде, вот о центральных штатах. То есть фактически, еще не войдя в Белый дом, Трамп уже запустил тенденции, которые будут менять внутреннюю политику в США. Насколько все это ему удастся, мы посмотрим со временем, но подходит он исключительно концептуально. То есть он действует в рамках единой стратегии, где все подчинено главной цели. Коренная реформа Соединенных Штатов, изменение мировой повестки, сохранение мирового лидерства. А вот теперь вернемся к Украине. Возможно ли сохранение мирового лидерства Соединенных Штатов без сохранения на восточном рубеже с Россией единственной военной силы, которая в состоянии Россию сдерживать? Другой подобной силы в Восточной Центральной Европе не существует. Это фактически то, о чем говорят в кулуарах военные стратеги и представители Пентагона. Соответственно, предполагать, что данная военная сила будет распущена, не поддержана, я считаю совершенно нереалистичным, потому что
это просто невыгодно ни экономически, ни политически, ни геополитически. Без сохранения военного ядра, которое в состоянии сдержать Россию в Украине, невозможна реализация изменений Трампа в Европе. И он двигает Францию, Германию, другие страны, безусловно, и Великобританию переключает на Европу для того, чтобы сконцентрировать всю энергетику Великобритании в европейских делах, чтобы Америка могла заняться другими регионами, без условной дружеской конкуренции, в том числе Великобритании. Вот такое мое мнение на основании того, что я вижу. Мгм. Что Трамп будет делать с инфляцией? Повышение пошлин, повышение цен, производство, ну, равно повышение цен. Производство в США и того больше. Ну, я тут чуть-чуть отвечу, потому что тот факт, что они сейчас пытаются перезапустить нефтегазовый комплекс и привязать к этому Европу, на самом деле имеет далеко идущие последствия, потому что когда сланцевая революция началась в 2008 году, то это создало 2 миллиона рабочих мест за счет того, что стала рентабельной опять нефтехимия в США. Ну, химическое производство перезапустилось, и часть химических производств было перенесено назад там из Китая, из Мексики. Ну, собственно говоря, отрасль оказалась на подъеме. Так вот, как мне кажется, вот Тигран, может, ты меня поправишь, что привязка Европы к нефти и газу из США, по сути, означает, что Трамп пытается как бы остановить, ну, в этом случае остановит вот это вот разжижение западного блока, когда появление большого количества игроков на глобальном юге, там в Азии, прежде всего, оно привело к тому, что, например, поставщики сырья, типа там Катара, Саудовская Аравия, там, я не знаю, Венесуэла, там масса других стран, Гана, там кто там еще, Нигерия, которые нефть добывают, там Иран, тот же самый Ирак. Вот, они в условиях наращивания силы Китая и России, там, и других региональных держав, вот, они получили пространство для маневров, но при этом имели доступ на высокомаржинальный рынок Европейского Союза, ну, который является там одним из самых богатых. То есть есть 3 базовых рынка в мире, это США, ЕС и Китай. И вот Трамп в том случае, если привяжет ЕС к поставкам своего сырья нефтегазового, во-первых, решит вопрос торгового дефицита с Европейским Союзом. Во-вторых, этот поток нефтедолларов, который пойдет, будет направлен дальше на модернизацию экономики, на перестройку экономики, как в рамках следующего уклада. А в-третьих, часть этого капитала она пойдет назад в Европейский Союз с точки зрения там, скупки активов, с учетом того кризиса, в который сейчас ЕС будет входить, то я думаю, что там часть активов может и подешеветь. И вот играя на этом, сохранить контроль экономический и взаимодействие с Европой на уровне экономики и решить таким образом задачу отсечения Китая как главного конкурента от тех ресурсов, которые можно выкачать из Европы. Допустим, как Китай делает, когда заходит своими электромобилями там сейчас на рынок Европейского Союза и пытается заработать миллиарды, десятки миллиардов евро вот, на продаже электромобилей, в которых они там преуспели, и сейчас просто бум этой индустрии в Китае. Я с Financial Times ставил вот недавно статью у себя в телеге. Поэтому вот мне кажется, логика вот такого перехода относительно Европы, она где-то плюс-минус такова. Но мне ты многие мысли, которые высказал, просто есть такое выражение, снял с языка, я хотел об этом говорить. Я полностью с тобой согласен с этой экспертной оценкой. Я хотел бы добавить, что Трамп собирается применить на энергетическом рынке стратегию sharp division, резкого разделения, когда Европа будет покупать и взаимодействовать только с энергоносителями Соединенных Штатов и подконтрольными энергоносителями стран Южной Америки, а эту ситуацию еще необходимо разрешить. А все энергоносители Ближнего Востока будут нацелены на обрушение ценовой политики в рамках и не то глобальной Азии,
что приведет к невозможности использования данной ресурсности в Европейском Союзе для продвижения своих товаров, технологий, в первую очередь Китаем. Ну и, конечно, здесь данное удешевление будет играть на руку Индии, которая таким способом решит очень многие свои внутренние задачи и получит энергию для рывка, но в рамках взаимодействия с западным миром. Исключительно не в рамках взаимодействия с БРИКСом. А Индия очень прекрасно понимает сигналы. И, в принципе, мы видим, во что превратилось желание Индии самостоятельно выстрелить в Третью мировую державу. Индия планировала создать торговый путь, который бы прошел через страны залива, Саудовскую Аравию, Иорданию, Израиль и в Европу. Что из этого получилось, мы все знаем. И война эта на Ближнем Востоке идет до сих пор. Поэтому управляемое развитие, да. Независимое, самостоятельное перерождение в самостоятельный центр взаимодействия интересов нет, конечно. Кистрица пишет. Слишком большой объем товаров из Китая, практически все подорожает. Это не остановит рабочими местами. Напротив, увеличение денежной массы только увеличит инфляцию. Слишком уж большой ассортимент товаров к тому же. Конечно, можно осуществить такую реформу успешно, но 4 лет на это не хватит, а на фоне инфляции этих республиканцев не изберут. Ну, я думаю, что на самом деле здесь же такая же глобальная задача, как была в 1929 году в контексте Великой депрессии, когда по большому счету шло переформатирование глобальной системы, и рынки, которые до этого функционировали как единый рынок, и там капиталы до 1914 года, я напомню, они очень свободно ходили как бы по планете, и Великобритания смотрела за тем, чтобы было максимально открыты рынки, потому что ей было выгодно. И 19 век вот вошел в историю как время, когда главенствовала там модель государства ночного сторожа, там, да, но Первая мировая война это все разрушила. А Великая депрессия добила и вогнала потом мир в состояние Второй мировой войны. И вот я напомню, что тогда происходила как бы такая авторитаризация значит, экономического пространства, потому что страны закрывали рынки друг от друга пошлинами и пытались защититься от растущего давления там, со стороны конкурентов. И поэтому в этом контексте логика, мне кажется, будет такая же, что выгоднее будет закрыться, чем давать конкурентам фору на фоне возрастающих требований там, электората, если брать демократические страны Запада, который будет однозначно недоволен перестройкой и теми проблемами, которые она несет, но и которому нужно будет давать какие-то плюшки, в том числе в виде рабочих мест, потому что тут же еще, не забываем, искусственный интеллект выходит на рынок, так сказать, и начинает оказывать просто сумасшедшее влияние на него. Поэтому это вот просто такая совокупность вызовов, которая стоит перед всеми странами, не только Запада. Она будет порождать вопрос не где будет дешевле, а как ты вообще сможешь устоять и какие у тебя точки опоры вот в таком турбулентном мире. Вот мне кажется, вот так вот. Да, безусловно, я соглашусь с госпожой Еленой, что я только говорил об этом 10 минут назад. Это не 4-летний план. И никто и не планирует данную стратегию в качестве реализации на 4 года. Те финансовые круги, которые видят данный экономикс как единственно возможным для выживания планеты при лидерстве Соединенных Штатов, планируют данную стратегию на десятилетие. На десятилетие, и да, определенный изоляционизм Запада и продукция силы западного мира на остальной мир, что выражается в слоганах «мы будем делать реформы, а вы берите на себя ответственность», он, в принципе, является одним из трендов текущей политики.
Ну, Кисица пишет, вот именно, еще больше закроется, а лекарство максимальная открытость. Нет, в таких условиях открытость уже не работает. Все будут закрываться, Леночка. Мы опоздали в этом плане на пир там, лет на 40-50. Я хотел бы обратить ваше внимание на иногда кажущиеся малозначимые детали. К примеру, исключительно серьезное перевооружение Австралии. Австралия сейчас предпринимает максимальные усилия. А с учетом того, что Австралия является интегральной частью военного западного блока и наиболее активным членом Союза Пяти Глаз, это информационного и разведсообщества США, Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, это говорит о том, что Трамп отдает и будет отдавать на аутсорсинг своим надежным союзникам, ставить их в условия, когда они вынуждены брать на аутсорсинг вопросы безопасности, контроля и реализации американского видения внешней экономической и геополитической стратегии. Угу. Смотри, в этом контексте, вот ты как раз сказал абсолютно правильно относительно там попытки Индии сыграть в свой шелковый путь через страны Ближнего Востока в Европу. И вот в этом контексте то, что произошло в Сирии, и переформатирование, которое там запустил Ближнего Востока, который запустило крушение режима Башара Асада, плюс война Израиля с Хезболлой и с Хамасом, которая фактически заканчивается его победой. И сейчас вот они за хуситов принялись, и похоже, я думаю, что там с хуситами тоже будет найдено какое-то решение, потому что всех задолбала как бы вот эта вот проблема на торговых путях. Египет, я вчера видел новость, отчитался, что его потери за год достигли более 7 миллиардов долларов, потому что падение через Суэцкий канал судоходства произошло очень существенно, там порядка на 60% снизилось, и тем самым Египет, который получает огромные доходы в свой бюджет, существенное, прямо, скажем так, он испытывает серьезное давление, поскольку у него огромное население и, как мы знаем, небогатое население. Так вот, ну, в этом контексте очевидно, что пошел процесс переформатирования модели Ближнего Востока в том виде, в котором мы знали его там не только там в последние 40 лет, но и, наверное, со времен Первой мировой войны, когда пакт Сайкса-Пико сформировал вот архитектуру современную, как она нам кажется привычной Ближнего Востока. Да, безусловно, я хотел бы обратить ваше внимание, что новые инструменты хай-тека, они меняют в том числе геополитическую реальность. Создание крупных соединений, назовем их армий дронов, в Красном море, и подобные соединения создаются в том числе условно частные поблизости от Йемена, они фактически сделали нерентабельной деятельность сомалийских пиратов. И в том числе эти технологии уже применяются и будут применяться против тех же хуситов. Тот, кто обладает технологиями, тот, кто вкладывается в технологии, всегда будет побеждать даже массовые демографические мейнстримы. И мы увидели данную ситуацию очень наглядно в ситуации с проиранскими прокси в Ливане, в Сирии, в Ираке и в секторе Газа, и глобально всю историю с Хамас. То есть технологичность однозначно и системность побеждает уже массовость. То есть мир совершил технократический переход, и мы видим, что исключительно сильные технократические решения привели к тому, что вот та Сирия, которая существовала, как ты правильно отметил, с момента соглашения Сайкс-Пико,
около 100 лет она прекратила свое существование, и сейчас мы можем говорить о двух зонах в Сирии. Это турецкая зона и израильская зона. И непонятно, что будет с блоком алавитов, которые занимают стратегическую территорию все Средиземноморское побережье Сирии. Дадут им возможность создать свое государство или не дадут, это очень большой вопрос. Но наличие противостоящих друг другу в данном вопросе двух крупных уже группировок интеграционных, сирийской, израильской, которая представлена друзами и курдами, и турецкой, которая представлена арабами, суннитами и туркоманами, в том числе также является для США очень удобным балансом по разделению полномочий по контролю Сирии. Приблизительно те же схемы будут применяться, очевидно, и в Йемене, и в принципе подобная же структуризация, либо деструктуризация будет проходить по всему Ближнему Востоку. Угу. Что это открывает, какие возможности это открывает на нас и как это будет влиять на нас? Потому что, допустим, видно, что Трамп тяготеет к тому, чтобы, допустим, передать Турции и Израилю как своим там, Израиль это однозначно как бы ближайший союзник США в регионе. Турция это как бы серьезный игрок в регионе, и который является членом НАТО, и с которым у США является длительная как бы система интересов там и отношений. Но при этом там при демократах отношения были подпорчены там в силу ряда причин. И, собственно говоря, видно, что вот реакции Трампа на то, что происходило в Сирии, указывают на то, что в принципе он не против, чтобы, раз Эрдоган тянет как бы вот функцию некого стабилизатора в регионе, пусть это берет на себя, как бы там, да. Хотя это не означает, наверное, что США там окончательно откажутся от курдского вопроса, от поддержки курдов, поскольку это бы означало, что тогда Турция резко усиливается и выходит в такую позицию суперрегиональной державы. Да, безусловно, Турция и Израиль получили карт-бланш на подобную операцию. Они этот карт-бланш реализовали. И, конечно же, здесь имеет важное значение вот именно тот баланс, статус-кво сил между Израилем и Турцией. Курдский фактор вырос, он будет расти, так как с учетом того, что Иран, показав свою максимальную слабость, не только Иран, назовем это иранским миром. Давайте посмотрим на геополитическую карту. Шииты и близкие к ним силы. Я сейчас говорю о шиитах как о цивилизационном, не как о религиозном направлении. Проиграли тотально в Ливане. Шиитского Ливана уже нет и не будет. При том, что они являлись императивной силой в Ливане фактически последние 30 лет. Шииты тотально проиграли в Сирии. Все попытки шиитских организаций Ирака и Ирана оказать помощь алавитам оказались неуспешными, потому что, во-первых, эту помощь уже никто не ждал, некому было оказывать, армия была распущена, и фактически сирийская армия, которая состояла большей частью из алавитов и христиан, она прекратила свое сопротивление, не начав его. То есть Иран показал свою слабость. Это говорит о том, что, скорее всего, Иран будут разбирать. Возможно, вероятность очень высокая, что его будут фрагментировать. И одним из главных фрагментаторов, возможно, выступят такие движения, как такой этнос, как Белуджи, и организация Хорасана. Это однозначно затронет Центральную Азию. И здесь очень важный фактор. Я хочу, будь здоров, хочу обратить внимание зрителей на то, какие силы были использованы Турцией в боевых действиях в Сирии. Там огромный процент постсоветских узбеков, китайских уйгуров, таджиков даже, хотя они относятся к иранскому миру, но они сунниты. Были представители туркмен, киргизов и казахов. То есть понятно, что
эти силы дальше куда-то надо будет направлять. И в том числе с целью давления на Китай риск дестабилизации Центральной Азии, а если Центральная Азия дестабилизируется, то Китай отрезается от всех возможных транспортных маршрутов на Запад, исключительно возрастает. Поэтому Сирия – это только и исключительно первое звено установления нового порядка. Мгм. Так, вопрос теперь по относительно Кавказа. Как это влияет на Кавказ? Потому что там тоже как бы сейчас интересная ситуация. С одной стороны, мы видим нестабильность в Грузии, которая ну, пока что не нашла своего разрешения в контексте выборов, которые там прошли. И с другой стороны, есть Армения, которая подвешена вот после событий Второй Карабахской войны. Значит, теперь она стоит, в общем-то, перед необходимостью переформатирования своей внешней политики и адаптации вот к тому, что происходит по всему ее периметру. И кстати, ругань между Пашиняном вчера и Лукашенко, я не знаю, ты видел или нет, это как раз отражение Да, я видел. вот этих Да, вот я видел. изменяющихся реалий там, да? Поскольку, ну, кстати, как бы ты вот прокомментировал это? Ну, я хотел бы сказать, что мы должны учитывать, что все три страны Южного Кавказа – это малые государства. Малые государства не только на Южном Кавказе, но и в любом другом регионе мира не имеют возможности проводить полностью независимую, субъектную геополитику, реализовывать ее. Это объективно, потому что это все зависит от мощи государства. Даже намного более крупные государства не в состоянии. В Грузии сейчас решается судьба всего региона. Запад, очевидно, не сказал еще, я говорю об условном Западе, о тех силах, которые не собираются сдавать позиции России. Вот назовем их так. Может, мы название какое-то для этих сил придумаем, но они однозначно есть. Так вот, Запад не собирается сдавать Грузию России, безусловно. И очевидно, что еще никаких активных действий предпринято не было. Я думаю, что все еще впереди. Если Грузия, скажем так, станет частью России, если Грузия станет, то ситуация в Армении станет исключительно тяжелой. Очевидно, что произойдет капсулизация Армении. Что я имею в виду? Армения проводит свою политику, в том числе и тот конфликт с Лукашенко, и в том числе все действия, исключительно благодаря воле и гарантиям одного государства. Это государство Соединенные Штаты Америки. Соответственно, весь тот инструментарий, который может быть использован соседями Армении, будет использоваться вне границ текущей Армении, и Армения постепенно, скорее всего, превратится в опорный пункт Соединенных Штатов, а этот процесс идет, в определенном формате, не в таком, как Израиль, так как у Армении нет выхода к морю, но в качестве регионального американского центра. Данная тенденция очевидна, сейчас она является императивной. И, безусловно, я еще раз повторюсь, что Соединенные Штаты желают контролировать регион целиком, без исключения какой-либо республики. Соединенным Штатам необходимы прозрачные отношения сразу с Грузией, Арменией, Азербайджаном. Вот такой аспект. Ну, касательно Армении, я хочу сказать, что звонок Дональда Трампа фактически это был последний звонок перед оглашением результата выборов одному из глав Всемирной Армянской Церкви. И то, что он сказал во время этого разговора, является очень важным сигналом. Звонок состоялся по инициативе, безусловно, президента Соединенных Штатов. Это говорит о том, что да, США создает свои опорные пункты, причем по всему миру.
свои опорные пункты в рамках существующих международно признанных границ. Вот так, такую оговорку я дам. Мгм. Данил Машак спрашивает, будет ли Франция конкурировать с США за Армению, или Франции не интересна Армения? Давайте я вам дам объективный ответ. Вот смотрите, могут ли пальцы конкурировать с запястьем? Франция выбрана страной, которая проводит политику Соединенных Штатов в Армении. Это объективная реальность, и, в принципе, другой реальности не существует. Франция занимается тем аутсорсингом, который не станет выполнять США, но который Франция выполняет в координации, ну, не хотел бы использовать фразу «по поручению», я использую слово «в координации с Соединенными Штатами», конечно. Ну, условно говоря, как там Израиль и Иордания, да, вот, я не знаю, какой пример лучше. Ну, Израиль, наверное, на Ближнем Востоке, он может делать то, что не могут делать США, хотя у Израиля там свои интересы, как бы он может идти и вразрез с политикой США, но в целом логика их действий, она направлена на то чтобы не ослаблять, взаимоослаблять друг друга, потому что от их союза, в принципе, зависит устойчивость позиции и той, и другой стороны. Вот, в принципе, наверное, такая же логика и в этом случае. Совершенно верно, совершенно верно. Они действуют в рамках симбиоза. Симбиоза и единой политики с разными полномочиями и разным функционалом, но в едином русле. Угу. Как вот сейчас, я не знаю, это в курсе или нет, в Иране разгорелся просто мощнейший энергетический кризис. Там отключены десятки электростанций, газовых в том числе. Причем Иран является по запасам второй страной мира по газу, но они не могут обеспечить сырьем, значит, свои электростанции, потому что, ну, там из-за санкций, из-за технологий, технологическое отставание, все остальное, в общем, как-то там у них совпало. И сейчас там без света значительная часть страны, приходится отключать даже больницы, даже президентский дворец отключили, я видел там в иранских СМИ была информация. И сейчас делегация иранцев поехала в Китай с просьбой, значит, спасти, ну, помочь как бы с решением этой проблемы. И вот в контексте того, что ты говорил, что Иран получил мощнейший удар после поражения в Сирии и в Ливане, то для Армении Иран был одним из таких выходов в свет, да, потому что через вот этот коридор на юге можно было там что-то поставлять, оружие, там, товары там, и так далее. В случае, если коридор там через Грузию по каким-то причинам закрывается. Ну, про Турцию, там, про Азербайджан по понятным причинам я не говорю. Вот. И вот, в принципе, как, в твоем понимании, как вот ослабление Ирана будет играть, какую-то роль и будет играть для самой Армении? Потому что, по сути, у нее остается, она как бы остается между двух колоссов, там, или трех колоссов, там, да. С одной стороны есть Турция, региональная как бы держава мощная, с другой стороны есть Россия, которая там вроде из региона отползает, и ее позиции там ослабились из-за войны в Украине. Но с другой мы понимаем, что если война закончится, ну она рано или поздно закончится, то Россия может попытаться как бы вернуть свои позиции. И наконец позиции Запада, который не так вовлечен, как возможно там хотелось бы самой Армении, но тем не менее присутствует в самой Армении там. Ты на это счет знаешь достаточно много, я думаю. Ну, я скажу, что просто логистика Турции будет использоваться в рамках единой политики Соединенных Штатов и континентальной Европы в отношении Армении. Как она используется сейчас? Потому что она сейчас используется, данная логистика, гражданская авиация и грузовая пользуются воздушным пространством Турецкой Республики. Все-то летают через Турцию, не через Иран. Вопрос в том, разблокирование что Иран... уже произошло. Ну, то есть разблокирование уже произошло. Самолеты-то летают спокойно, чего не было раньше, в принципе. Вот. И не надо забывать, что Турция не перестала быть членом НАТО и не перестала быть частью западной военной стратегии ее реализации.
Вопрос в том, что Иран никогда не был фактором, который практически бы гарантировал какие-либо вопросы по безопасности Армении. Был концепт представлять это таким образом, были социальные технологии, которые представляли это таким образом, но Иран страна исключительно специфическая, и для Ирана всегда Азербайджан был намного важнее как единоверная страна, так как, в принципе, и иранцы и азербайджанцы шииты, а турки сунниты. Иран никогда не оставлял планов тесной интеграции с Азербайджаном, что, безусловно, невозможно. Это нереалистический концепт, но иранцы так думали, и недавно прошли военные учения масштабные между иранских и азербайджанских вооруженных сил. То есть Иран все время старался двигаться в этом направлении. Шансов у него нет никаких в этом направлении, но Иран постоянно реализовывал и практические действия, и программные заявления. Скорее всего, однозначно, что текущий режим удержаться в Иране не сможет. Военные поражения, экономическая нестабильность и энергетический коллапс приводят к цепочке событий. То, что произошло в Сирии, будет связано с изменениями в Ираке, и в цепочке Ирак-Иран однозначно, что данный процесс, очевидно, уже в качестве триггера запущен. Ну и развитие уже происходит. То есть я не скажу, что давайте подождем, что будет. Они уже происходят на данный момент. И все будет зависеть от сговорчивости текущего режима в Иране. Режим очень несговорчивый, и если он проявит опять подобную близорукость касательно своего выживания, то, конечно, он рухнет. Но если они проявят гибкость и пойдут на логичные уступки, тогда шансы есть. Я хотел бы отметить следующий факт. Неэффективность Ирана. И я просто процитирую, хотя очень многие эксперты об этом говорят в кулуарах, я процитирую бывшего президента Ирана Ахмадинеджада, который недавно заявил, что Иран создал институт, структуру борьбы с иностранным влиянием на государственную систему. То есть фактически контрразведывательный орган, который в первую очередь был направлен против Израиля. И он сказал, даже в этом органе возглавил его агент израильских спецслужб. О чем это говорит? То, что уже модернизировать это государство невозможно. Оно может только рухнуть. Я приведу пример, как иранцы относятся к Ирану. Яркий пример, который неизвестен нашим зрителям. Вот в ереванских гостиницах в столице Армении можно увидеть подобную сцену. Приезжают женщины в черной одежде, только узкая полоска глаз. Это та часть тела, которая видна. Через полчаса эти же женщины в декольте и в мини-юбках массово растекаются по Еревану. То есть это говорит о прочности той социальной системы. Нет никакой прочности в этой системе, и эта система невыносима для местного населения иранского. Иначе было бы все по-другому. То есть Иранцы же народ древней цивилизации. Иранцы высокоцивилизованный народ, который тысячелетия был цивилизованным. Иранцев очень трудно заставить жить по примитивным нормам, в том числе там арабских племен определенных, которые никогда и не жили, либо племен Африки на таком цивилизационном уровне, на котором жили персы. Поэтому нет там поддержки никакой того режима аятолл, который есть. Была в 1979 году, была позже. На сегодняшний момент ее нет. То есть, Люди устали.
Ну, то есть, по сути, это выглядит как такой серьезный кризис Ирана сейчас, который вот на грани внутреннего коллапса оказался, потому что внешняя политика провалилась, внутриэкономическая политика тоже привела вот к этому кризису, причем это накладывается на недовольство. И, по сути, когда Нетаньяху там говорил о том, что мы ждем освобождения народа Ирана, то, по большому счету, под этим есть определенные основания. Да, дело в том, что Иран проиграл две войны. Он проиграл войну в Ливане и проиграл войну в Сирии. Вот буквально за последние 2 недели силы безопасности Ирана и вооруженные силы ничего не смогли сделать с активностью курдских вооруженных формирований на территории иранского Курдистана. О чем это говорит? Если они не в состоянии действовать за пределами, да, проецировать силу Ирана, и проигрывают везде, если они не в состоянии поддерживать порядок внутри страны, они провалились экономически. Почему удар по энергетическому комплексу является судьбоносным? Ты только что говорил исключительно важные тезисы о том, что страна, которая является второй в мире по запасам нефти и газа, не в состоянии обеспечить свой народ нефтью и газом. Но это же ломает весь авторитет посланцев, как мы их назовем, людей, аятол, которые представляют себя как представители Господа Бога на земле. Значит, Господь не с ними, как это воспринимают обычные люди, которые живут в селах. Господь, значит, не с ними. Так это воспринимает шиит, который свято верит. Поэтому аятол все очень плохо, по крайней мере, выглядит. Очень плохо. Старая, как бы, вот, и старая игра Трампа, который был нацелен на то, чтобы режим аятол ослабить, она сейчас, кстати, может быть, не то что расслабить, даже разбить, вот она сейчас может быть реализована, поскольку вызрели соответствующие условия. Ну, ты знаешь, мне один эксперт сказал, вот ты знаешь, Иран такое мощное государство, у них есть план. Ну, не бывает таких планов вдребезги проиграть 2 войны. Не бывает таких. Мировая геополитика, история не знает примеров таких хитроумных планов, где ты проигрываешь все войны и потом снова оказываешься на коне. Это против элементарной логики. Хорошо. Так. Сейчас посмотрю. Есть еще вопрос, вот Костя задает для Тиграна по Армении. Там, на этот вопрос, в принципе, как бы уже отвечал. Почему за Армению постепенно впрягается Иран, что их связывает? Ну, уже по большому счету Тигран показал, что это на самом деле не совсем так, и это была достаточно такая фиктивная связка. Ну, так сложилось, но я вам скажу более того, что вы понимали. В 93-м году потери спецподразделений Ирана в войне против Армении, союзника Армении так называемого, составили почти 2000 человек. Эти ребята, они потеряли элиту в 93-м году на Амарском перевале. Это были иранские спецназовцы. Данный факт скрывался всеми заинтересованными и незаинтересованными странами. Иран, политика никогда не может, политика исламской страны, исламской фундаменталистской страны, быть направленной на поддержку христианского государства. Армения Ирану нужна была как барьер исключительно, который не позволил бы объединиться Турции с Азербайджаном территориальным путем, в том числе касательно азербайджанских территорий, населенных азербайджанцами на территории Ирана. Вы думаете, почему Иран финансирует? Вы знаете, кто на земле вкладывает самые большие средства в восстановление армянских памятников? Иран. Знаете почему? Потому что северо-западный Иран населен азербайджанцами,
А культурно и исторически эти территории назывались Персидской Арменией. И там все в армянских крепостях, церквях. Так вот, все эти крепости и церкви находятся в идеальном состоянии. Там висят таблички, что это армянские исторические памятники. Почему это Иран делает? Потому что он армян любит? Ну нет, конечно. Чтобы показать местным азербайджанцам в Иране, что они пришельцы, и это историческая армянская территория. Но не потому, что Иран любит армян, потому что он преследует свои интересы по контролю за территорией. Вот и Мгм. все. Ну, было бы удивительным, если было бы что-то другое. Ну, конечно, никто никого не любит никогда. Все преследуют в жизни свои интересы. Мгм. Это закон геополитики, прагматизма. Мгм. Это все равно, как поговорить о дружбе народов. Что за дружба народов? Это же чушь. Мгм. В этом контексте, как ты видишь перспективы России? То есть получается, что ну вот как-то обсыпается все, да, вот в тех зонах, где они традиционно играли и нетрадиционно. И Знаешь, Россия, она все время разрабатывает какие-то хитроумные планы, но у нее ничего не получается. Она все время что-то хочет получить особенное. В определенных аспектах, да, достижения есть. А Россия избегает санкций, благодаря этому ведет войну. Но вот ее глобальные цивилизационные концепты, они как бы показывают свою невыживаемость. Что бы Россия ни делала, она делает это настолько топорно и непрофессионально, что действует фактически всеми концептами против себя. Вот фактически каждое событие настолько неумело представляется, и Россия является таким сложным, бинарным, комплексным механизмом. Это конгломерат, нам же известен, народов и религий, цивилизационных территорий, ничем с друг другом не связанным. Ну, чем? Какая может быть связь между кабардинцами и бурятами? Это же искусственная территория. Ну, как связаны якуты и чеченцы в рамках единого государства? Какая у якутов и чеченцев может быть единая цель? Ну, хотя ну, бы одну кто-то может назвать из ну, зрителей? это увязывало имперской идеологией, имперским пафосом всем вот этим. Диктат, Да. диктат. Диктат имперский, пафос, то, что вот мы вместе сильнее, мы Великая империя. Россия экономически слабое государство. Тут ни у кого вопросов не возникает. Россия будет использоваться как инструмент. Сейчас она используется в качестве инструмента и скальпеля Китая. Также она по эстафете всеми будет использоваться. Но угроза вторжения России в Грузию и Армению достаточно велика. И, конечно, данная угроза будет возрастать, начиная с момента прекращения боевых действий в Украине. Так как мы же понимаем, что эта 600-тысячная армия в Россию не вернется. Если эта 600-тысячная армия вернется в Россию, там начнется гражданская война. Поэтому Россия прорабатывает вопросы, умоляет на коленях Китай разрешить войти в Северный Казахстан, ну и, соответственно, реализовать, осуществить агрессию в направлении Грузии и Армении. А куда еще они могут пойти? Ну, часть войск для давления оставят на границе со странами в Балтии. А больше некуда. Вот в чем дело. Больше никто их никуда не пустит. А армию в Россию пускать нельзя. Будет революция, как всегда происходит с Россией. Но это же породит новые проблемы в отношениях с тем же Западом и другими, и с Турцией, там, и другими странами. Какой, ну, вот если не в Казахстан полезут, там, или на Кавказ. Ну, ты знаешь, идиотизм российских политиков, в принципе, он уже давно стал традицией. Поэтому они же порождают эти проблемы, в принципе. Но вот тупейшее решение утопить азербайджанский самолет в Каспийском море. Это серьезное решение. Это решение на уровне Генштаба принималось, что самолет не долетит, и поэтому его отправили через Каспийское море, будучи уверенным, что он не долетит и упадет в Каспийском море. А он долетел, и, в принципе, Запад просто не позволил никому, потому что и Берлин, и Лондон, и Париж не только были на прямой связи, и данный фактор используется и будет использован против России. Ну, в ограниченном
сегменте, но замолчать этот вопрос не удалось. Ну, Путин извинился сегодня, кстати, это тоже показательно. Потому что сначала они вот эти самые глупые шаги делали, о которых я говорил вот вчера в эфире. Он же извинился не за сбитие, ты отметил, он извинился за то, что данный инцидент произошел на территории России. Угу. Да. Ну а что ему делать? Есть объективный электронный контроль, есть спутники, есть пуски. Как тут действовать? Ну, я на самом деле не думаю, что это повлечет какие-то серьезные последствия для региона. Не повлечет. Да, не повлечет. но это было такое показательно на самом деле, потому что вот война напомнила о себе, что вот она присутствует и в регионе тоже. И Туркменистан сегодня принял решение на месяц подморозить, значит, самолеты, эти пассажирские, которые летали в Россию. Почему? Потому что очевидно, что пока не пройдет инаугурация Трампа, вот, ну, я думаю, что они мыслят в такой логике. Они хотят понять ясность как бы с конфликтом между Украиной и Россией. И, соответственно, теперь все поняли, что дроны же, они же прилетают не только в Грозный, они же прилетают и в многие другие города, которые там находятся по пути следования из столиц стран Центральной Азии там, в Москву там, или куда они летят, в Петербург там, и так далее. Поэтому это вот такой вывод напрашивается. А как сейчас гражданская авиация может летать в России, если в ответ на прекрасные, в кавычках, российские действия Украина уже в состоянии атаковать в том числе и азиатскую часть Российской Федерации? Как вообще в этих условиях может летать гражданская авиация? Россия хотела сделать такой выбор. Ну, что посеешь, что и познешь. Сейчас Россия платит цену. Но с учетом того, что Путину глубоко наплевать на жизни и других людей, и россиян, понятно, что значения это не имеет, но теперь каждый россиянин глубоко задумается, садится ли в самолет, который летит с Москвы приблизительно в Тбилиси, или в Баку, или в Ереван, или не садится. Угу. Да, то есть определенные последствия есть, но как бы не такое глобальное, как многим видится из Украины. Не глобально, согласен. Вопрос Тиграну. Не выглядит ли заявление Украины о помощи Сирии, в том числе продовольственной, смешно в мировой политике, особенно на фоне того, что Украина просит деньги и поднимает налоги? Ну, смотрите, дело в том, что дипломатия, внешняя политика имеет определенные правила. Есть определенный протокол действий. Очень многое, что делают дипломаты, зачастую кажется смешным, неправильным, либо можно к этому относиться саркастически, но есть определенный дипломатический протокол, политес. И никогда, вы знаете, я отвечу вам словами пословицы. Кашу маслом не испортишь, но с маслом она станет вкуснее. Я думаю, что больше должно быть максимального участия Украины везде, даже когда это находится на пределе возможностей. Украина не обеднеет, если она отправит несколько тонн муки, к примеру, или риса в Сирию. Но эффект участия в совместных действиях с союзниками будет достигнут большой. Плюс ты показываешь, что ты в рядах. Более того, плюс не забываем то, что Украина может же опираться на финансовые ресурсы стран залива, которые там сформировали сейчас бюджет 8 миллиардов долларов для того, чтобы покрывать, значит, там затраты Сирии, и она в том числе может продавать зерно вот в рамках этого бюджета, потому что раньше зерно туда присылала Россия, там Иран присылал нефть, и таким образом нежизнеспособный режим Асада поддерживался на плаву. Сейчас на плаву его новый режим он тоже не жизнеспособный пока, потому что необходимо запустить базовые экономические процессы в разрушенной стране. Но вот он будет находиться на игле
доноров залива, там, арабских монархий, всех этих мусульманских стран. Поэтому я думаю, что Украина здесь вполне может рассчитывать на то, что ей будут просто платить за поставки зерна, и, собственно, это будет частью как бы такой большой сделки по обеспечению стабильности поставок украинского зерна, в том числе и в страны залива там, и Магриба, которые являются как бы реципиентами нашего продовольствия. Здесь, да, я с тобой полностью согласен и разделяю данную точку зрения. Необходимо использовать те возможности, которые открываются вследствие событий, которые уже произошли и которые уже де-факто состоялись. У Украины открываются другие возможности, которые можно использовать, а можно нет. Какие это возможности? Дело в том, что христианское, алавитское, глобально не мусульманское население, так как алавиты — это очень условные мусульмане, это люди, которые мусульмане де юре, но в действительности к исламу никакого отношения не имеют. У Украины открываются очень большие возможности по привлечению европейского фактически населения. Потому что такие группы, как алавиты, такие группы, как друзы, как христиане, другие группы, я могу бесконечно их называть, они очень быстро интегрируются в европейскую среду. И это не те группы населения, которые создают свои анклавы, сохраняют свою обособленность и становятся центрами влияния. С учетом больших демографических проблем в будущем, это очень большая опция для Украины обратить внимание на миллионы немусульман Сирии и Ливана, в том числе алавитов, касательно возможности привлечения этого демографического потока с целью укрепления национальной безопасности. Угу. Тут был Машак пишет: нет, мой вопрос был не о том, как воспринимают американцы, а именно о том, как это выглядит в мировой политике. Да нормально это выглядит, оказывать помощь там, и даже если эта помощь незначительная, то ради бога, всегда мы знаем массу примеров, когда там после землетрясения очередного там, или какой-то беды, каждая страна шлет столько, сколько считает нужным, и это воспринимается нормально как, ну такой как бы, как символический, а часто не символический шаг, это нормально. Да, я полностью поддерживаю подобные решения, потому что это правильная политика. Угу. Поэтому нам нужно привыкать действовать вот адекватно и, скажем так, не жлобиться на подобного рода политику, даже если это кажется, что это вот не имеет значения сейчас. На самом деле все имеет значение. В дипломатии все имеет значение. Поэтому тут я как раз вот поддержу такие инициативы, и я считаю, что их нужно там отправить, он как один из наших зрителей написал, нужно отправить не 500 тонн, а целый корабль зерна, да, отправить туда там 10 тысяч тонн, тем более, что государство может, я думаю, себе наше позволить. Вот такие пироги. Хорошо, я думаю, будем заканчивать, 1,5 часа почти говорим с Тиграном, в принципе, такая хорошая беседа получилась. Поздравляю тебя с Новым годом, с наступающим, и желаю всех благ, чтобы спасибо, это взаимно, спасибо большое. И всех зрителей с Новым годом, чтобы это был год мира, процветания, чтобы не гибли люди, все были здоровы и жили счастливо по возможности. Да. Присоединяемся к наши зрители, думаю, присоединятся к нашим пожеланиям, и мы тоже им желаем этого. Не забудьте полайкать эфир, традиционно соотношение 1 к 3, и поэтому полайкайте эфир, это затянет больше людей на него. И подписывайтесь на канал Тиграна Авакяна, в описании к эфиру есть ссылочки, и, собственно говоря, он ждет вас, будет со своим анализом. Спасибо большое, спасибо, Юрий, и до новых встреч. Да, завершаем. Пока. Всем хорошего вечера, тихой ночи.
Берегите себя. Завтра у нас будет сразу несколько эфиров. Будет итоговый эфир с Кусой, будет итоговый эфир по искусственному интеллекту с Бандурой, по истории будет у нас, ну, короче, по-моему, 4 эфира даже будет. Смотрите за анонсами, подписывайтесь на мой канал в Телеге, в Вайбере, в Фейсбуке, все есть как бы в описании к эфиру. И до завтра, пока.